Итак, добрый день, друзья. Сегодня у нас с вами прямой эфир. Будем разбирать непосредственно ордер-блок. Потестируем ордер-блок. Быстренько вначале вспомним все правила. По факту это будет что-то в формате большой практической работы. Если вы смотрели видео про правильный ордер-блок, для вас это видео будет очень полезно. И в конце для вас будет, скажем так, приятный бонус, особенно для тех, кто просил на утреннем разборе, уточнял, что такое POE. К сожалению, я записать большое видео про POE пока не могу, не в состоянии, нету времени. Тем более оно должно быть действительно большое, потому что есть большое количество POE, есть разные форматы входа от POE, поэтому на это немножко нужно будет времени. И в конце мы посмотрим с вами непосредственно... Так, звук есть. И в конце мы с вами посмотрим непосредственно домашнюю работу одного из наших учеников, как он Экран еще. выделяет POE. Что, извини? Да, я в зуме не поделился экраном. Конечно, молодец. Экран. Так, запускаю экран. Все, так, экран виден. Мой экран тоже виден для ребят, которые смотрят YouTube. Да, все работает, все отлично. Итак, первое, с чего мы начнем, это правила ордер-блока. Правила ордер-блока немножко отличаются, даже немножко отличаются от того, что рассказывает нам Санчо, что рассказывает нам Cryptology. Ну, это самые такие известные ребята в смарт-мане, в русскоязычном смарт-мане. Да, то есть я не знаю, кто еще там круче. Кто круче Санчо? Никто, наверное, да? Санчо самый большой по просмотрам. У него там самые крутые топовые видео. Криптоман. Ну, Cryptology, НЗТ. да. Cryptology вторые. Если честно, я про НЗТ услышал только недавно, поэтому, ну, как бы так. Понятно, есть у нас Капитал, который рассказывает Это шут. данную стратегию. Соответственно, мы пользуемся стратегией, которую, как бы для меня, как я знаю, первоисточником является Trading Hub. Может быть, он у кого-то ее тоже забрал, не знаю, и сказал, что это он придумал. Но на данном этапе я не знаю никого другого, кто перед Trading Hub рассказал данную историю. Все идет от ICT. ICT придумал, ну, изложил Smart Money, концепцию Smart Money. Другие ребята начали ее дополнять и выделять какие-то зоны, какие-то действия, которые отрабатывают. В данном случае, что мы с вами видим? Ордер-блок – это свеча, которая сняла ликвидность с предыдущей свечи и имеет после себя имбаланс. В данном случае у нас есть самый простой, самый распространенный ордер-блок. Он состоит технически из, ну, получается, из 4 свечей, да, то есть фактически у нас с вами есть первая свеча. Это свеча, с которой мы сняли ликвидность. Дальше у нас с вами есть вторая свеча. Это свеча, которая сняла ликвидность. Дальше у нас есть третья свеча. Это свеча, которая сделала большой импульс. И есть у нас четвертая свеча. Свеча, между которой мы, получается, после импульса продолжили нисходящее движение. Именно после того, как мы оставили зазор между второй и четвертой свечой, этот зазор будет у нас называться имбалансом. И если мы сделали такого формата движения, мы получили ордер-блок. Соответственно, у нас есть некоторые отклонения в данной ситуации, когда у нас похожая ситуация, да, то есть мы сняли ликвидность предыдущей свечи, мы двинулись дальше, но у нас имбаланса здесь нет. То есть, видите, свеча 1, она получается ниже, чем хай свечи 3. Что мы в этом случае делаем? То есть, первоначально мы бы выделяли ордер-блок так, но это является крайне неверным в данной концепции. В других концепциях, может быть, это и верно. В нашей концепции это неверно. Для этого мы должны перенести наш ордер-блок на следующую свечу. Почему? Потому что у нас между вот этой черной свечой и вот этой черной у нас есть имбаланс. Выглядит он вот таким вот образом. Вот. Соответственно, если у нас есть имбаланс, мы выделяем ордер-блок как данную зону. Для нас ордер-блок не является точкой входа. Для нас ордер-блок является зоной, в которой мы будем искать реакцию для того, чтобы входить в сделку. Если вы хотите узнать, как входить в сделку, обязательно посмотрите видео про главный секрет точек входа от IDM и последнее видео, которое выходило на канале. Там вы более подробно об этом узнаете. Также мы имеем право искать ордер-блок после каждого правильного отката. Есть очень хорошее видео про правильный откат, его обязательно нужно посмотреть и понимать, почему мы ищем ордер-блок. То есть фактически мы можем сказать, что между свечой 3 и свечой 5 в данном случае у нас тоже есть имбаланс. Значит, вроде как и логично сказать, что свеча 3 тоже ордер-блок.
но ордер-блоки у нас ищутся только по правильным откатам. Если у нас есть движение вниз, дальше идет коррекция, и после этой коррекции мы имеем право снова искать ордер-блок. Для чего это нужно, мы как раз в конце видео посмотрим, когда будем проверять домашнее задание Никиты, мы посмотрим, для чего мы это вообще делаем. Соответственно, иногда у нас бывают внутренние свечи. Если есть у нас внутренняя свеча, да, мы ордер-блок не рассматриваем. То есть вот в этой зоне у нас ордер-блока нет. Даже если мы сделали пересвип черной свечой, пересвипнули белую свечу, в данном случае у нас ордер-блока не будет, потому что технически мы с вами находимся внутри черной свечи. Поэтому данная свеча является внутренней. Огромное количество вопросов мне в личку в Telegram приходит по поводу того, можем ли мы внутри нашей свечи искать ордер-блок. Ответ – нет, не можем. Итак, это основная теория по поводу ордер-блоков. Там же, по-моему, ничего такого... Ну да. То есть технически да. Больше ничего особо у нас по теории такого нету. Давайте сейчас разбираться с бэктестом. Правильно? Так. Какую пару выберем с вами? Давайте евро-иен. Сегодня мне очень понравилась евро-иена. Я когда увидел точку входа в Лондоне, вот здесь, это было что-то с чем-то. На доллар-иена мы ничего особо такого красивого не получили, хотя было 2 сделки. А вот евро-иена там прям вообще разрывает. Итак, ребят, смотрите, кто с нами в Discord, в Discord, в Zoom. Да? Наша задача сейчас, идем по порядку, отмечаем все подряд ордер-блоки. Все подряд ордер-блоки, которые можем с вами выделить. Хорошо? Так, поехали. Ну, вы рисуете первые, я за вами проверяю. Начинаем вот от этой свечи и поехали. Угу. Смотрите, вы можете выбрать у себя инструмент, там нажать на эту линию, выбрать прямоугольник. Так, согласен. Есть здесь у нас ордер-блок. Вначале мы чуть-чуть медленно для того, чтобы ребятам объяснить, почему именно здесь у нас ордер-блок. Здесь мы используем правило переноса. То есть есть у нас черная свеча, мы делаем ее свип, то есть мы обновили лой предыдущей свечи и пошли дальше. Пошли дальше, и здесь мы ищем с вами... Так, Никита, пока не торопимся, подожди. Здесь мы с вами ищем, где у нас имбаланс. Имбаланс у нас находится вот в этом месте. Так, соответственно, поскольку у нас здесь есть имбаланс, мы ищем, куда поставить ордер-блок. Вот здесь у нас как раз свеча, после которой идет имбаланс. Именно эта свеча и будет у нас ордер-блоком. Идем дальше. Идем вверх. Здесь у нас правильных откатов нет, поэтому в данном движении больше у нас ордер-блока нет. Ищем ордер-блок вот в этом движении. Угу. Так, отлично. Так, ребята, те, которые еще даже не проходили практику про ордер-блок, если вы ошибетесь, ничего большого проблемного здесь не будет. То есть не переживайте, выделяйте, как бы, ну, проблем в этом нет. Совершенно верно. Здесь у нас есть ордер-блок, есть high. Мы с вами делаем откат, в этом движении ордер-блока нет, нарушаем структуру, делаем новый правильный откат, и здесь у нас идет дальнейшее движение со сломом структуры. Соответственно, отсюда у нас появляется в данной зоне откат и нарисован ордер-блок. Идем дальше. Где у нас следующий ордер-блок по порядку? Сейчас, секунду, извините. Угу. Ну, короче, вы были правы, это я просто чуть-чуть подвинул. Эту ведь свечу выделяли, правильно? Да. Да, супер. Отлично. Совершенно верно. Здесь у нас есть ордер-блок. Ордер-блок снял ликвидность предыдущей свечи. Я так понимаю, это еще даже и скоп. То есть мы сняли ликвидность и вот с этой свечи. То есть это вообще сильный ордер-блок. От него можно входить на пробой. Если мы с вами правильно понимаем здесь структуру. Так, ну у нас, наверное, точки входа особо-то и не было здесь, да? Да. Но от такой свечи можно входить на пробой по реакции данной свечи. Супер, отлично. Так, идем дальше. Где еще у нас есть ордер-блок? Но если вот Не-не, стоп, сверху ребят, есть идем по имбаланс, порядку. там Идем, непонятно. вот у нас движение, идем до конца, смотрим каждый божий ордер-блок. Так, я пока почитаю комментарии. Боже. Так, отлично. Хорошо. Так, идем дальше. Следующий ордер-блок.
Так, вот здесь, смотрите, ордер блока не будет, потому что у нас, ну, может быть, вам плохо видно, я сейчас увеличу график. Вот здесь у нас хай этой Просто плохо свечи. видно, Да-да-да, действительно. сейчас 2 секунды, давайте я увеличу график, чтобы вам лучше было видно. Так, поехали дальше. Так, вопросы, конечно, можно задавать, пишите в комментарии, я буду по мере искать. Так, вы мне отвечаете несколько, пока я буду читать комментарии, чтобы я тогда за вами проверял. Здесь все есть. То есть технически у нас сейчас с вами, считайте, есть большая практика. Так, Андрей, правильно. Так, Чингис, я вижу... Так, смотрите, Чингис, здесь вопрос, наверное... Так, прикрепляйся, пожалуйста. Так, проверяем хай этой свечи. Хай нашей свечи 290, здесь у нас хай 291. Соответственно... Так, нет, стоп. Да, 90, 91. Эта свеча выше. Все, отлично, все правильно, значит. Вы, наверное, там Чингис нарисовал, и я не вижу просто хай. Супер. Отлично. Да-да-да, есть пересвип. Молодец. Ребята, Так. вы только удаляйте, наверное, да? Да, ну не, вы Не было. рисуйте, да, то есть рисуем, смотрим. Так, давайте здесь сейчас вот в этом и вот в этом движении рисуйте. Я пока дочитаю комментарии, возможно, у ребят есть вопросы. Если мы, ну, мы можем ордер-блоки отмечать на любом таймфрейме, здесь не важно, на каком таймфрейме вы отмечаете блок. Мгм. Так, супер. Кто отметил вот этот блок? Ой, извиняюсь, вот этот, где Чингис сейчас нарисовал? Потому что многие, я смотрю, его не заметили. Я? Неправильно? Правильно, правильно, правильно. Это я хотел похвалить. Так, Это здесь про блок который, у нас покажите. есть. Вот здесь, так, вот здесь есть, совершенно верно. Почему мы отмечаем здесь? Потому что у нас вот эта белая свеча является внутренним баром. Супер. И вот эта свеча пробивает. То есть технически у нас есть первая, вторая и вот третья. Так, вот здесь блок тоже правильно указан. Так, здесь у нас блок. Так, где вот здесь блок? Так, ребят, трансляция идет, у меня звук есть, все двигается. Так, вот в этом движении есть Это блок? ордер-блок. Так, похоже, мы Никите Стоп. зададим домашкой Нет, а где сделать там нам блок? либо Нет, 50 это ордер-блоков. внутренняя, Угу. это внутренняя свеча, все Так, правильно. да. То есть здесь ордер-блока нет. Здесь у нас... нет, да, все правильно. Ордер-блока у нас... Мы закрылись здесь. Да, все правильно. У нас ордер-блока здесь нет. Согласны? Так, идем дальше. Абсолютно. Да. Так. Вроде бы здесь все отлично. Так, смотрим здесь, где у нас вот в этом движении есть ордер-блок. Вот в этом моменте точно ничего нет, потому что это все внутренние свечи. Так, все согласны? Есть ли у нас вот в этой свече ордер-блок или нет? В этой есть конкретная свеча большая. Вот зеленый ордер-блок, который Мгм. отметили. Так, правильно. То есть мы не можем выделить ордер-блок вот так. Были Да, вопросы, можем ли внутренний. мы выделить ордер-блок по внутренней свече. Нет, наш ордер-блок будет являться вот эта большая свеча. Так, смотрим ордер-блок в шорт. Кто-то рисовал, я единственное упустил, где рисовал. Так, еще варианты. Угу, еще варианты. Да, Так, согласны с Павлом и Чингизом? согласна. Супер, правильно. Так, Андрей, почему у нас ордер-блок здесь? Потому что внутренние свечи. Правильно. Все верно. Есть имбаланс, да, все правильно.
Так, поэтому вот как раз был вопрос. не Внутренние свечи вы уследил. вообще не учитываете? Да, внутренние свечи мы вообще не учитываем. Идем дальше. Здесь у нас в этом движении есть ордер блок? Еще один. Вот в этом. Ну, в этом движении нету точно Вроде бы нет. черных свечей. Ну, конечно, нет, здесь нет правильного отката. Откуда он здесь возьмется? Вы смотрите, я буду задавать кучу всяких провокационных вопросов. Так, вот здесь, есть ли у нас ордер блок? Угу, супер, молодец. Ну, молодцы все. Так, нет, не супер. Почему не супер? У нас вот эта свеча сделала перехай этой. Согласны? Да. Соответственно, А, ну ордер сейчас блок мы видно, начинаем искать от этой свечи, от черной свечи. Соответственно, здесь у нас имбаланса нет. Здесь ордер блока для нас никакого нет. Тем более, как мы видим, вот это для нас потом еще и оказалось айдемом. Так, идем дальше. Здесь есть ли у нас ордер блок? О, как раз моя любимая ситуация. Угу. Но если он перебивает предыдущую зеленую, то значит он ордер блок. Так, единственное, что-то здесь, мне кажется, плохо сработал этот. Нет, все в порядке, все хорошо сработано. Так, давайте разбираться вот с этой зоной до этого правильного отката. То, что выше нарисовали, совершенно согласен полностью вот здесь. Давайте разбираться вот с этой зоной, моя самая любимая, с внутренними барами. Так, кто-то у нас выделял вот этот блок. Может ли этот блок быть ордер блоком? Нет, он потому что внутренний. Совершенно верно. Так, значит, смотрим по вот этой свече. Поскольку мы перебили здесь свечу, правильный ордер блок будет находиться у нас здесь. Ой, извиняюсь, вот здесь. Совершенно верно. Супер. Здесь мы разобрались. Теперь вот в этом движении ищем. Здесь у нас, наверное, сколько? Ну, 2 правильных отката. Возможно, есть 2 ордер блока. Так, что касается перехода на другие таймфреймы, увеличивать, уменьшать таймфреймы, мы рассматриваем сейчас 15-минутный таймфрейм, и на 15-минутном таймфрейме у нас он является старшим, в нем мы ищем ордер-блоки. Вот, соответственно, в данном случае мы не бегаем по таймфреймам, в данной системе у нас работа от одного таймфрейма с переходом на младший. То есть в данном случае ордер-блок для нас была зона интереса, в которую мы входили для поиска позиций в шорт. Например, да, если здесь был сетап. Так, идем дальше. Вот в этой области, если у нас ордер блок. Угу. Так, Чингис говорит нету. Может, кто-то видит ордер блок? Так, Сергей, почему здесь есть ордер блок? Где у нас, вот первая свеча вижу, вторая вижу, третью. Ну третья, наверное, вот эта. Соответственно, ордер блока здесь нет. Согласен? Да, если вот это случайно не ордер блока, ну-ка стойте. Что, извиняюсь? Вот это не ордер блок случайно, подождите. Это внутренние свечи. Так, нет, это нет, не ордер, нет, потому это что, не он. видишь, у нас вот здесь Не есть он, да. пересвип. Да, я увидел. Согласен. Так, здесь у нас ордер блока нету, здесь ордер блока нету, здесь ордер блока до вот этого хая нету. Я передвигаю, ищем вот здесь ордер блок и вот здесь ордер блок. Так, отлично. Блин, вы молодцы на самом деле, супер. Мне кажется, даже вот такие простые маленькие задания, но они все равно, вижу, были какие-то у нас ошибки небольшие. С практикой более наладится и будет круто. Так, поехали дальше. Здесь все молодцы, все правильно отметили. В данном движении, есть ли у нас еще где-то ордер блок? Когда мы смотрим, ищем имбаланс, внутренние свечи тоже учитываются. Именно в данном случае, если мы рассмотрим вот эту вот черную свечу с внутренней, для нас черная свеча будет выглядеть полнотелой. То есть вот лой данной свечи, вот хай данной свечи. Так, соответственно, совершенно верно, здесь ордер блока нету. Здесь мы переходим дальше, ордер блок у нас здесь. Есть ли вот здесь у нас ордер блок, ребят?
Вот тут вот. Так, сейчас, секунду. Берись. Можно выделить или нельзя? Судя по всему, Можно. есть, да. Есть, отлично, молодцы. Так, Сергей у нас, по-моему, вот здесь выделял, правильно? Это же Сергей был. Ну, ладно, я забыл, какого цвета было это, поэтому. Так, ищем дальше. Где у нас вот здесь ордер блок? Маленькая зеленая. Угу. Так, совершенно верно, маленькая зеленая. Так, идем дальше. То есть вот здесь в данном случае наш имбаланс будет являться вот вот таким вот. Даже несмотря на то, что здесь есть внутренняя свеча. Мы используем inside bar, короче, не прочитаю. Если вы не знаете, где его найти, переходите в телеграм-канал, в одном из закрепленных сообщений, там полные его настройки, потому что настройки немножко надо понажимать. Так, поехали дальше. Где здесь ордер блок? Вот ребята спорят, нужен ли в этой системе ордер блок или не нужен. Никита, как ты считаешь, нужен здесь ордер блок или не нужен? Извините, отвлекся. Говорю, Да, ребята это в телеге, в комментариях пишут, что ордер блок здесь совсем не нужен. Здесь нужен только ADM и босс. ну, как это? Ну, какой вы имеете вот в этой ситуации? Имеете в виду? Вообще вот. Ну, везде важен ордер блок. А для чего мы ордер блок используем? Ну, как точка входа. И, Потенциальная позиция. то есть Для... потенциальная зона интереса, от которой мы будем рассматривать возможную Да, точку входа. Соответственно, это конечно. одна из зон интереса. Так, здесь совершенно верно все выделили. Ну что, давайте еще пару минут. Кажется, мы ничего не делали, уже 25 минут прошло. В этой зоне выделяем ордер блоки. Ух ты, биткоин уже 28 тысяч стоит. Вот так вот сегодня утром Ого, говорил, что он... Да он стреляет сегодня да, последние часа полтора. Говорил, такие большие что... деньги. Так, кто выделил зеленым цветом вот здесь? Это я. Молодец. Потому что я даже этого не увидел. Я знаю это. Да, так, круто. Потому что я, ну, честно, мне показалось, что здесь есть пересвип. Хоть убейте. Я вот смотрел и не нашел все равно. Так, отлично. Идем дальше. Где-нибудь здесь еще есть идея? Ой, извиняюсь, ордер блок. Смотрите, Да. ребят, вот спорят общаются в комментариях. Ордер блок, во-первых, в каких-то моментах есть ликвидность, да, то есть в какой-то момент это POI, в какой-то момент это точка входа. На LTF это точка входа, а на старшем таймфрейме это POI и плюс ликвидность. Так, идем дальше. Так, Андрей правильно все выделил. Так. Так, идем дальше. Чуть-чуть увеличиваю. Где у нас здесь ордер блок? Так, ничего ж не пропустили, правильно? Вроде все в порядке. Ой, я извиняюсь, чуть-чуть подвинул. Угу. Так, здесь молодцы. Так, выше тоже отлично. Так, вот здесь молодцы. Супер. То есть вот здесь в данном случае наш IDM находится вот здесь. Не IDM, господи. Как это называется? Вылетело из головы. Разрыв, короче. Имбаланс. Имбаланс, да. Разрыв. Да. Ну, как назовешь? Нормально. Нормально, да. Так, правильно. Так, единственное, здесь, наверное, пипс. Сейчас я проверю. Может быть, здесь все-таки ордер блока нету. Лой у нас 0.47, хай у нас 0.46. Соответственно, имбаланс у нас, получается, есть, правильно? Класс алмаз. Один вообще пипс. Вообще молодцы, супер. Блин, я вами очень сильно горжусь. Поехали дальше. Ага.
Так. Отлично. Так, что здесь? Здесь есть пересвип. Единственное, смотрите, здесь не будет ордер блока, потому что у нас есть А, я не пересвип, увидел черные пересвип, свечи, очень да. плохо видно. Так, отлично. Теперь снизу вверх, где у нас ордер блок. Так, супер, супер. Так, отлично. Идем дальше. Так, здесь уже выделяли, я извиняюсь, я подвигаю. Так, вот здесь выделяли, правильно? Есть у нас Да, ордер блок, все супер. верно. Так, смотрим дальше. Здесь, здесь. Так, движемся. Так, кого-то сорвал, извините. На этом видео у нас М15. Хрустик, это, наверное, вот вас мне все ребята рекомендуют посмотреть. Найду время, посмотрю. Так, да, я также учился и у Михаила. Это правда. Никогда от этого не скрывал. И очень всем благодарен. Вообще всем благодарен. Очень много денег потратил на обучение. И, к счастью, это все сложилось в одну большую концепцию, которая, ну, больше всего, конечно, помог в изучении Trading Hub. Вот. Все остальные где-то по чуть-чуть добавляли. Кто-то ликвидность, очень сильно психологии благодарены. Слезы Сатоши вообще для меня самый-самый парень, который человечески всем объясняет про психологию. Вот. Так. Ну что, я думаю, на этом мы закончим с вами с ордер-блоками. Перейдем к домашке Никите. Никиты, согласны? Или еще продолжим? Никита, ты готов? Да, конечно. Дайте нам Всех. Так, вот домашка Никиты. Какая штука? Мы с вами, получается, ну, познакомились с ордер-блоками, познакомились со структурой. Соответственно, в этой структуре нам необходимо найти непосредственно зоны интереса. Какими зонами интереса у нас в данном случае мы ищем? Это IDM, первый правильный ордер-блок после IDM, экстремальный ордер-блок и экстремальную ликвидность. Итак, поехали по порядку. Есть у нас лой, есть у нас high. Проверяем заодно структуру Никиты. Здесь так, пересвип, IDM. Так, теперь начинаем Никиту, Да, вижу. Никиту, так сказать, сношать. Поехали. Где у нас в данной структуре IDM? Он здесь. Так, давайте дальше Никиту сношать. Я карандашом не могу сам рисовать. Точно, я же запустил демонстрацию. Нет, я могу комментировать, все отлично. Так, сейчас я только уберу, чтобы ребятам в Ютубе было видно. Или не уберу. Короче, так. А что насчет вот этого движения? Если у нас здесь IDM? Да, оно очень слишком Очень незаметно. слишком, но оно правдивое. Так, если наш IDM здесь, где наш первый правильный ордер-блок после IDM? Первый правильный ордер-блок — это вот этот вот. Так, почему мы не хотим с самого низа искать? Потому что, собственно, мало ликвидность. Так, ну смотри, у тебя вот движение, вот вниз. Предыдущие свечи. Это же не внутренний блок. Нет, не внутренний. Вот твой правильный ордер-блок. Подожди, уберите надпись. Ну, это же тоже ордер-блок, Подожди, правильно? Никит, не вижу. Убери. Сейчас. Ты вот эту свечу имеешь в виду. Да, она Да, снимала все, ликвидность тогда предыдущей согласен. Извини, свечи. пожалуйста, не увидел ее. Да, не увидел, что мы сделали Вот. пересвип. Согласен. Соответственно, вот этот блок для нас является, хоть он правильно выделен, SMT. Вот это для нас также является ликвидность. И здесь снизу у нас экстремальная ликвидность. Здесь у нас, идем дальше. Здесь подтвердили босс. IDM у нас указан верно. Так, а почему мы здесь обозвали это SMT блоком? Потому что я подумал, что первый правильный ордер-блок — это и есть SMT ордер-блок. Но мы уже с тобой пообщались, и мы выяснили, что он обычно второй.
Так, а почему мы Второй внизу не SMT. нашли экстремальный ордер-блок? Где у нас вот с этой точки правильный ордер-блок? Это вопрос для всех. Вот здесь у нас получается... Есть вообще пересып? Ну, здесь, по-моему, Хай, я сейчас не вижу, секунду. митигировали, если не ошибаюсь. Блин, я не вижу. Так, ага. Ну, Нет, по-моему, мы здесь, не митигировали. наверное, не митигировали, поэтому эта зона как раз будет экстремальный ордер-блок. Я могу? Блин, я не могу видеть вот здесь сверху, поэтому не могу подтвердить. То есть вот здесь правильно ордер-блок. Если мы вот этим блоком митигировали предыдущий, соответственно, вот этот будет Да. являться экстремальным, это экстремальная Да. ликвидность. Здесь у нас будет, если мы не митигировали, это экстремальный ордер-блок, это экстремальная ликвидность. Отлично. Так, идем дальше. Здесь мы сделали чок. Нет, стоп, мы еще ж не сделали чок. Мы поднимаемся выше, подтверждаем босс. Соответственно, так, стоп, не, подожди, мы же с тобой чок только вот здесь подтвердили. Да, мы Нет, здесь чок нет, все подтвердили. подтвердили, да. Здесь мы подтверждаем босс, хорошо. Да. Что у нас здесь? Здесь у нас это свеча, это правильно ордер-блок. Опять я не назвал Так, СМТ. все, Никита, Это обычный да, ордер-блок. домашки тебе сейчас прилетает, блин, зря ты согласился на это. Так, чок, согласен. Есть у нас после чока IDM здесь. А почему мы здесь не сделали IDM? Мы его забрали, правильно? Мы его Всё, забрали, да. И согласен. перенесли, Здесь соответственно. IDM. Так, почему здесь SMT-блок? Опять же, вот, просто я не исправил. Так, хорошо. Вверху, есть ли у нас где-нибудь Это обычный правильный ордер-блок. ордер-блок? Так, наверное, у нас правильного ордер-блока нету. Здесь ты Нет. выделил POE, это правильно. И куча ликвидности, супер. Ну и мы от POE получили реакцию, супер. И здесь, я так понимаю, точка входа была довольно неплохо. Smart Money работает на криптовалюте, но работает очень долго. Если вы посмотрите обзоры утренние по биткоину, мы ждали отработку сейчас, которая на 28 тысяч летит, неделю, наверное, а то и больше. На Форексе можно зарабатывать каждый день, поэтому мы больше тестируемся на Форексе. Так, здесь ты уже внутреннюю структуру рисуешь. Так, мы двигаемся вверх. Единственный, прошу, извиняюсь, единственный Да. вопрос по поводу вот этого ордер-блока. Да. Здесь он... Не, у тебя шейдем. Здесь- Все, что до этого, это СМТ. Да, все. Тогда это обычно ордер-блок, не СМТ, который я выделил. Да. То есть здесь обычный Конечно. ордер-блок, здесь у тебя Да. экстремальный ордер-блок. Ну, мы говорили Да. о том, что если у тебя два блока рядом, то, скорее всего, мы будем ждать пересвип этого блока. Вот про что мы говорили. Поэтому его, Да. я обычно просто рисую еще ликвидность снизу, понимая, что, скорее всего, мы его пробьем. Здесь, что у нас здесь? Правильно ли у нас здесь нарисовано? Так, внутренняя, здесь у нас пересвип. Да, все правильно. Здесь блок нарисован правильно. И плюс экстремальная POE. Отлично. Так, POE нарисовано идеально. Так, в обратном направлении ты решил тоже рисовать. А зачем мы рисуем в обратном направлении? Где именно? Ну, вот это... Ну, ладно, хорошо, нарисовал. Так, IDM есть, ордер-блок у нас есть, здесь все правильно. Так, POE. Ну, здесь тоже. POE экстремальная правильно. Я выделил его, потому что там тело. Нет, ниже здесь все предыдущего. хорошо. Единственное, смотри, POE все-таки надо Мгм. технически вот сюда выделять, переносить. То есть, Мгм. ну, на хай этой свечи. Да, мы не дошли. Здесь мы забрали какую-то, хотя даже и не забрали ликвидность. То есть, технически вот у нас была здесь линия ликвидности, здесь линия ликвидности. Идем дальше. Мгм. Так, здесь у нас IDM, здесь у нас ордер-блок, здесь у нас POE. Отлично. Так, мы по итогу делаем чок все-таки. Не захотели мы в Да. этой структуре работать. Сделали чок. А у нас лой здесь, хай здесь. Идем Там по была порядку. очень большая внутренняя структура, как вы видите. Да, то есть, поскольку мы сделали чок, все, мы закрылись, подтвердились, ищем IDM. Теперь вот в этой зоне все, ребят, выделяем первый правильный ордер-блок, то есть с хая вниз, где у нас ордер-блок, и что у нас здесь из блоков осталось. И где отсюда, отсюда не митигированный ордер-блок. Вот, есть ордер-блок. Угу. На акциях я эту систему не проверял, но вы всегда можете попробовать и узнать, работает она или Блин. нет.
Опять это Так, все Никита, включай в следующий раз индикаторы и внутреннее работай, случайно. да, с Да, индикатором. Тебе легче будет да. находить их. Так, совершенно верно. Здесь блок есть. Вот это будет первый правильный ордер-блок, согласен. Где у Мгм. нас экстремальный ордер-блок? Начиная отсюда, вот здесь и дальше. Ну, вот здесь я его отмечал, но потом Так, удалил, потому вот, что вот, посчитал только совершенно в верно. POE. Вот здесь у Лучше нас выделить. экстремальный ордер-блок. И смотрим, он у нас как раз отрабатывает. Мы забираем за ним еще ликвидность, делаем свипы, пересвипы. Да, пересвип ликвидности, точка входа есть. Отлично. Идем дальше. Здесь мы с вами делаем чок. О, босс, извиняюсь. Босс, IDM отмечен правильно. Первый правильный ордер-блок после IDM. Где у нас, Никита? Я что-то... Смотри, вот здесь вот IDM, получается, первый правильный ордер-блок, вот, одну минутку, вот здесь вот. То есть мы с тобой смотрим вот эту структуру. Какую? Вот от этого хая до этого лоя. Мгм. Вот отсюда сюда. Где здесь ордер блок? Тогда запись будет. Обязательно будет. Так, ну что? Так, смотри, вот получается, мы здесь отметили ID. Вот наш IDM. Вот он, здесь. Не-не, все, Никит, забывай внутреннюю структуру. Вот Да, у тебя хай, вот у тебя лой. да, Вот да, наш IDM. Где наш первый правильный правильно. ордер блок перед IDM? Ну, который митигирован? Угу, конечно. Не-не, Чингис, это митигированный. Нам не подходит такое. Это митигирован. Да-да-да. Получается, не его отметил. Супер. Так, и экстремальный ордер блок. Экстремальный. Угу. Вот он здесь. Так, SMT блок. Дальше поле. Угу, совершенно верно. SMT блок. Smart Money Trap. Вот он. Супер, отлично, молодцы. Что мы с вами видим? Ну все, мы закончили. Отработка от IDM, движение вверх. Отлично, один из наших сетапов на вход. Наверное, правда, мы, скорее всего, здесь не получили точку входа, но сейчас возвращаемся к цене. Что это? USD CAD. Как раз мы сейчас с вами разбираем ситуацию, что дальше. Прогноз по USD CAD. Мы сделали свип IDM, пришли с вами в POE. Единственное, почему ты здесь выделил POE, здесь нужно выделить ордер блок. Видишь, у тебя ордер блок. Если у тебя есть рабочий ордер Ну, блок, просто мы очень длинный выделяем фитиль, ордер поэтому я блок. выделяю. Да. Так, что у нас Да, было? я У нас видел. была, поскольку мы Мгм. сделали свип IDM, так, нарисовали ликвидность, хорошо. Единственное, вот эту, точку как ликвидность не бери, то есть твоя задача вот эта ликвидность. То есть у тебя вот экстремальная ликвидность, твоя цель, если ты Да. шортишь, то до этой ликвидности. Хорошо. Здесь у нас Мгм. мы, получается, коснулись POE, пипс, поэтому будем ждать, что? Я бы по-хорошему ждал еще все-таки пересвип. Не люблю вот эти вот движения вниз. Видишь, мы еще рисуем структурную ликвидность по данной зоне, трендовую ликвидность. Здесь просто слишком очень длинный фитиль, поэтому как бы я ничего, большего. Я думаю, что мы еще вовнутрь зайдем. если у тебя не митигированная зона, то Мгм. ты оставляешь полностью ордер блок. Так, Понял. что дальше? По данной зоне, технически я бы хотел увидеть снятие этой ликвидности, пересвип, и дальнейшее движение вверх. Поскольку у нас что снизу? Конечно, снизу вот это вот тоже трендовая ликвидность нарисована. То есть, если повалимся, то повалимся куда-нибудь глубоко. Ближайшая цель будет по шорту сюда, но пока хотелось бы видеть лонг. Да? В каком случае будет у нас непосредственно движение шортовое? После того, как мы закрепимся за данным фитилем полнотела телом. Поэтому мы тогда рисуем внутреннюю структуру и по внутренней структуре движемся в шорт. Пока предпосылок шортить я никаких не вижу, я бы наблюдал именно по данной паре только лонг на пробое вот этой трендовой линии. То есть мы возвращаемся обратно уже непосредственно в POE и отсюда рассматриваем лонг. Согласны или есть какие-то возражения? Да, слушай, а можем разобрать, отмотать график? Мы здесь не сможем отмотать. Ладно, хорошо, поехали. Так, хорошо. Если что, напиши в Discord, разберем. Не проблема. Да, окей. Так, хорошо. Тогда я предлагаю, вопросы у кого-нибудь, ребят, есть какие-нибудь?
Вопросов нет, поэтому мы тогда завершаем трансляцию. Всем спасибо, сегодня было нас очень много. Спасибо за вопросы. Всем пока. Запись будет. Так, сейчас полезу искать